В тени старых яблонь, где ветер шепчет тайны, мы сидим вместе, глаз заря не отводя. В улыбках свет и покой, как светилы они, и пахнет лето там, где прошлое складит твердь. Рядом минуты, долгота в них сквозит. В каждой травинке знание веков звенит. Это время в саду, сон наяву, где вечная любовь согревает тьму. Листья шепчут невзгоды, к нам стучит звезда. Время в саду навеки след оставляет. Все сжигается. Дед не зришь. Всем привет! Кому-то доброе утро, кому-то добрый вечер, кому-то добрый день. Мы не знаем, когда вы нас смотрите. Но что, мы вернулись с родительского хутора, обрезали там малину. Здесь тоже надо. Пусть у нас тут и мало малины, такой, которая обычная. Но и за ней тоже нужен такой же уход. Ее нужно обрезать на зимовку. Дедушка с бабушкой обрезают розы. Надо будет все обрезать. Все ягодники, все розы. Все готовить к зиме. Поэтому займемся и этим здесь. Мы покупали 4 года назад 5. И такая же цена. Ну вот, ну как? И когда вы будете пить? Они красивые, но такие колючие. Красота требует жертв. Ой, вы хотели. Да, красота. Это уже у бабы это самое старческое это все. Не, надо нового. Не, то. Надо свежак. Новый анекдот надо от деда. Да. Вы придумали новый анекдот? Что мне придумал? За мне тему, я тебе 20 скажу сразу. На какую тему? На ту же тему? Ну, можете на ту же. Только чтобы помягче трохи был. Не, помягче. Короткий, но в тему. Тут та же тема. Про деда с бабой. Сидят на лавке дед с бабой. Вспоминают молодость. И дед на бабу говорит: а помнишь, каже, Ганно, як ми з тобою здесь обнімались? А помню, Іванку, як сей день помню. А помниш, ми тут з тобою цілувались? Помню, Іванку, як сей день помню. А помниш, що ти нечесна була? А хоч би й не помню. Скажи. Нормально? Нормально. Нормально. Очень
приходит, и все голодные становятся. Но много нам писали насчет хорька. Хорек больше не появлялся. Но мы не видим его Там следов. он ни яйца вроде не носит, дед бабы говорят. И куры все на месте. Поэтому, может быть, мы его тогда испугали. Но начал коршун летать. И он так напугал курей, что дед с бабой говорили, те, которые тут пооставались, они позабивались в углы, они их не могли загнать никуда. И одна курица туда улетела аж от страху к соседке, мы ее еле загнали. Она такая испуганная сразу, мы ее сюда перекинули, и она начала прятаться. Но одну он съел. Съел. получается. Он ее, получается, раздирал, и все смотрели. Да. И вот дед с бабой делали два пугала с двух сторон. Такие, Халаты. знаешь, даже, наверное, они понравятся этому коршуну. Чтоб он пугало не покрал эти. Ну и пока не прилетали. Ну, пока не прилетал, да. Ну, он, может быть, ну, не полетит, как бы. Такие яркие, он не полетит. А мы 2 дня, наверное, будем в деревне находиться, потому что мы наконец-то заказали кухню. Все. Нам ее уже начинают делать по тому же проекту, последнему, который мы вам показывали. Немножко только с полками мы доработали, да? Ну да, там немножко поменяли. Вот. Нам нужно купить технику бытовую, которую мы туда будем встраивать, потому что фасады резать нужно, чтобы были размеры той техники, которая именно встраиваемая. И что еще? И нам нужно розетку еще перенести. Ну Да. и к этому всему мы так подумали, нужно с кухней закончить и в кладовке сделать пол. Да. Поэтому я уже съездил, лес купил, что нам надо. Будем сделать из дерева, мы такие красивые с тобой видели. Мгм. Поэтому, может быть, серия будет чисто деревенская. Не знаю. Мы сами не знаем. Да. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите, что будет дальше. Сейчас мы пришли с улицы. Но прежде чем начнем заниматься кладовкой, у меня есть вкусное предложение. Это всем сделать торт всего лишь из 3 ингредиентов. Это торт из детства. Ну вот я просто уверена, что каждый скажет, что мама им когда-то такой торт готовила. Ну и я, конечно, своим детям его приготовлю. Нам понадобятся сливки, печеньки, крекер, рыбки. Есть с маком, есть без, кто как любит, и вареная сгущенка. Все, больше вам ничего не надо. Я знаю, что можно еще добавить банан, но это кто как любит. Но мы не будем сегодня добавлять банан. Он не то, что, знаешь, он пока свежий, банан вкусный, а потом он дает какой-то такой... Короче, его просто если делать с бананом, его нужно съесть за 1 день, за 1 раз. Тогда будет вкусно. Сливки у меня 20%, можно взять 33, по-моему, для кремов, для тортов еще есть, но мы взяли 20. И сгущенку можно сварить самим, но мы купили нашу белорусскую, у нас очень вкусная, кстати, сгущенка. Очень вкусная, я думаю, многие знают нашу сгущенку, и в других странах ее предпочитают и обожают. Поэтому сразу взяли вареную, она тоже очень вкусная, но, конечно же, было бы вкуснее взять такую и сварить. Все, сейчас делаем крем. Запускаем наши рыбки и будем вечером уже наслаждаться тортиком. Но я думаю, что все знают этот торт. Это все легко и просто. Это очень вкусный торт из детства.
А помнишь еще какие лакомства были вот из детства такие вот? Орешки. Орешки. Что еще? Со сгущенкой вафельки. Вот Ну, эти вафельки. круглые намазывали мы. Треугольниками нарезали. Да, да, да. Мгм. А еще были петушки мы делали. Петушки. Вот это самое вот, наверное, вот такое, да. Петушки я не помню. И были специальные такие формочки. Растапливался сахар и туда заливался Ну, сюда, без типа, сгущенки это просто ну, без сахаром. сгущенки я имею в виду Ну, да. из вот нашего детства и заливали. И форма у нас была для орешков. И помню, Да. эти вафли, так вообще был то. На свадьбы их делали. Мгм. Я помню, мы сидели, мазали, я вот маленькая была, как дяди мои там женились, и там, и намазывали эти вафли. Это вот наши такие сладости. Но же особо в магазинах и прям такого изобилия же не было. Ну там булочки какие-то там, да. Мгм. Наши печеньки настаиваются. И сейчас нам надо сделать им красивую форму. У меня нету такого круга, как торты выпекать, поэтому я беру, ну как раньше, наверное, по-простому. Миска. Сейчас туда пленку пищевую. И наши рыбки выльем, пусть они чуть постоят, напитаются. И в холодильник. Так, я свою часть вынес. Осталась твоя часть. Ты сказал, тебе тут надо перебрать, тут банки, всякие медикаменты. Надо, чтобы перебрать и полностью освободить это помещение. Расхламление, часть 2. Я вообще стараюсь как бы каждый год, ну раз, а то и два, аптечку надо разбирать, все сроки, смотреть. Ну, короче, чего у меня только в этой кладовке не было? Я сейчас все повыкидаю максимально. Я ж этим, то, что в кладовке, как правило, ну, практически не пользуюсь. Надо выкидывать все, правда? Ну, смотри. Чё угодно. Это твоя кладовка. Я в твоей кладовке не могу быть хозяином, а ты в моей можешь. Это негодное. Как ты мне говорила, надо все выбросить, поэтому выбрасывай все. Вот как мне говорила, так и делай. Я вот аптечку всегда перебираю, и много чем не пользуемся, но она уже годная, и я еще ставлю. Вот. Я сделала крем, ну такой, не сильно густой. Сливки можно же взбить хорошо, прям в такой. Но я их сделала жидкие, и так лучше. У нас же эти рыбки и печенье, оно должно напитаться. И сейчас простояли наши рыбки вот в теплом помещении где-то часа полтора. Все, оно все загустело. Мы сейчас выложим в холодильник, и я думаю, что мы через пару часов уже сможем есть, потому что очень хорошо пропитался крекер.
Вот это вот оставим сейчас на пару часиков в холодильнике. Будем пить чай. Помещение у нас здесь даже, наверное, 2 метров квадратных нету. И мы так подумали, что полки делать будем вот здесь вход. Вот мы вошли, и полки будут только по эту сторону и по эту сторону. Потому что вот я уже сюда зашел, я уже в стене упираюсь. Если я тебе сделаю так вот буквой П полки, ты тут вообще не развернешься. Если что-то надо будет поставить большое, ты не поставишь никуда. Поэтому давай сначала сделаем по бокам, а там посмотрим. Но перед тем, как будем полки ставить, у нас же тут незавершенная комната еще оказывается. Плинтус. Сделаем, поставим сюда плинтус, установим и тогда уже займемся полками. Угу. Хорошо? Да. Когда-то, когда я впервые брался за плинтуса, мне было страшно. Как вот эти вот углы обходить, как их замерять. И теперь вот так вот все на самом деле очень просто. Идеально подгоняется, регулируется. Всегда еще заглушечка, потом раз, два шурупа и все. Все, плинтусы стоят. Надо начинать заниматься разметкой. Но хорошо то, что если покупать цельные вообще таких размеров досок, там 30-50 сантиметров, таких как бы не продают у нас. А если в магазине покупать такие плиты, то это дорого. А здесь у тебя получится с этой стороны у тебя в 2 доски получится полки, а здесь в 3. Угу. Они будут по 15 сантиметров доска. Так, как мы и договорились. Высота 50, самой нижней. Да? Что должен был туда вниз что-то поставить. Так, я уже надрезал тут. Вот так вот будет. Хоп. Уголочек срезан. Чик. Тут 2 доски. И все. Ну, посмотрим. Тут по центру не надо будет, я думаю, что на той стороне. Да? Я думаю, да, тут мало, оно будет выдерживать. Хорошо. Первый стеллаж. Проверяем. Ника, только не лезь, мне еще занозы загонят. А ты откуда, расскажи, подписчикам приехала? С танцев, что ли? Да. Ты что, танцовщица? А я сейчас переоденусь и попробую сесть. Брусок 50 на 50 с 2 сторон. Так вот уголочком зарезал. Ну, красиво, правда, так выглядит. В стене анкер и вот таким вот болтом зажато. У нас здесь, кстати, даже не газосиликатные блоки, тут кирпичи. И в этих всех стенах, поэтому будет вообще супер держаться. Ну, вот такие вот полки получаются. Доска 25-ка. Надо сесть, проверить. Давай. 95 килограмм выдержит. Если выдержит, то и соки все выдержит. О, слушай, так он даже не проседает. Мы не будем по центру усилять. Ну, эту Правда? сторону не надо. Так я думаю, может, и ту не надо. Это посмотрим. Я просто Всё, вот супер. тут банки могу складывать, а туда что-то полегче. И все. Теперь мы можем тут, там еще сделать лавку такую, мы можем для детей тут сидеть, семки плевать. Ну все, супер, да? Держит. Ничего не выпадает. Супер. Будем делать салатик из морской капусты.
Все, мы примерились. Сейчас нарежем, нужно 10 брусочков, 10 стеллажей нарезать, 10 досок метровых практически. И в любом случае я как бы думал просто их может почистить, но нет. Мы их заготовим, зашлифуем, покроем защитно-декоративным составом, либо может морилкой посмотрим. И тогда уже будем собирать. Уже Ну да, мы с тобой, если что, ты все сегодня заготовь везде, а мы с тобой завтра просто покрасим. Покрасим, Вдвоем оно быстро по-быстрому. высыхает, и Ну, уже установим. Потому что на стене там красить, ну, на месте уже Выпачкаем. там замажем, все, будет некрасиво. Все, поэтому я там готовить. Когда там чай будем пить с твоим тортом? мы еще салат будем кушать с пловом. Да. Хорошо. А потом чай. Все. Подготовил я 2 вида брусочков на левую и на правую сторону. Нарезал доски на левую сторону, на правую сторону. На правую сторону 5 стеллажей, получается 15 досок в 3 ряда. То есть на левой стороне будет 30 сантиметров ширина стеллажа, на правой 45. Все, завтра зачищаем, покрываем и будем собирать. Мне кажется, будет очень вкусно. Ну что, будем разрезать и пробовать? Я сначала вывернуть надо. А, точно. Чуть-чуть помочь. Я целый день ждал этого момента. Он должен быть такой очень пропитанный. Он должен такой вообще просто. Тимур, а ты что? Очень вкусно. Очень. Каждый день такие тортики делать? Не знаю. Николь, что ты сегодня без настроения. Она не хочет пробовать торт. Сказала, а я буду в своей комнате есть. Ну, знаешь, он впитал в себя, ну, то есть, надо больше начинки. Сколько надо, он впитает в себя, сам крекер. А все остальное вот как вот, вот так он растекается, и он не сухой, типа. Пробуйте. Я не выдержал, уже вчера красил полки. На левую сторону, получается, все готово. Покрыл я опять защитно-декоративным составом, но это на основе лака уже. Он без запаха, вообще чистая древесина пахнет, потому что все остальные составы, которые мы покрывали, там дровник дома, в деревне, на хуторе, здесь детскую площадку, они такие с запахом. А этот вообще... Ну и сразу обрабатывается дерево. Да, дерево защищается,
И вот палисандра вот такой вот цвет будет, он уже впитался, где-то немножко такие пузырьки, я вот их сейчас постираю. Левую сторону можно начинать собирать, и останется зачистить правую сторону, покрасить, и к вечеру, думаю, соберем. А я уже, если ты поставишь мне сейчас в сторону, я уже порядок начну. А то у меня там на кухне хаос, Да, там просто общежитие. Да. Валя вчера заезжала, зашла и такая, ой, я говорю, тут у меня, да, общежитие. Ну. Не видела, что тут ремонт сделан. Но. Що там? То куриця і то куриця. Ну. Брама длинноногие. Модели. Яка в його походка. Боится их. Она ж привыкла к краю. Вот эта курица что-то непонятное. Что-то она ей не хватает. Да. Чтобы не тратить время, я так подумал, я сейчас покрашу правую сторону, и пока я буду собирать левую, она уже подсохнет. Ну да. Такой удобный вот этот вот состав. На нем расход очень маленький. Он тут с добавлением, он такой густой сам по себе, и с добавлением силикона, вот такого всего. И он вообще мало тратит на себя. И хорошо впитывается. Самое главное, без запаха для дома, это он вообще никакого запаха не имеет. Угу. Я потихоньку придумываю наше украшение дома. Я вот придумала, что я хочу здесь на окошке. Вот что такая гирлянда у меня лежала. Угу. Красиво будет? Да, вот красиво. Пока я купила одну, заказала я на Marketplace это. Вот, это несложно найти, оно как бы и продается в магазинах много, и строительных, и нестроительных такие веточки. Вот она такая идет. Я просто попробовать, если все будет хорошо и нам понравится, то в планах у меня переднюю сторону дома украсить. У нас 2 маленьких окошка и 2 больших. Все, по бокам мы трогать не будем. Нам надо сделать красиво, чтобы было с улицы.
Но вот у меня как раз, я думаю, что хватит на маленькое окошко. Ну, а и те- надо еще один такой Ну вот. да. Ну а теперь надо придумать, как закрепить. Ну, мы же не будем тут крутить к подоконникам. Я так думаю, что мы отрежем, сколько нам надо, и с двух сторон привяжем за веревочки, и я открою окна, и мы туда пропустим и окном закроем. Ну, ты как считаешь? Я не знаю. У нас подоконник поднимается. Сейчас, может, зацепим под него. Сейчас попробуем. Ну, сейчас попробуем. Да, кстати, можно тут зацепить. Так, ну что? Или вот так вообще режу. Может, вот так? Ну что, матрос, как тебе Новый год? Хочется поиграть с этими веночками. Кстати, елку наши коты не трогают. Они у нас самые Вчера с воспитанные. игрушками чуть-чуть поиграли только. Вообще молодцы. А тогда, когда мы уезжали к родителям, они чисто Деда Мороза со Снегуркой положили детский дом, и все. Ну, больше они не лезут. Я думала, они будут на елке сидеть, если честно. Еще им шапочки придут новогодние. Да, матрос? Хочешь уже напасть на этот венок? Посмотри так. Все супер. Так пускай и остается. Класс. Мгм. Теплый цветок в руках, что дарит нам природа, шелестом песни тихой нас убаюкивает. Жизнь здесь полна мгновений, простоты старинные, и в этом благословении мы не знаем зла. В глазах твоих отражение вселенной, истории летают крыльями ночными. Слышу биение сердца в ритме времен. В этом саду вплетен наш общий сон. Это время в саду сонное, где вечная любовь согревает тьму. Листья шепчут невзгод. Бабушка нас угостила супом. А сейчас идет пост. Она постится. Ну и надо что-то придумывать, правильно? Человек без мяса уже большой период. И еще дальше. Надо до самого Рождества. Поэтому она разрекламировала какой-то суп мне сегодня с сушеных белых грибов, с рыбой. Тут у нас и идет щука, еще, наверное, какая-то, ну, такая. Я уже чувствую. Да. И все постно приготовлено. Нормально так жить на одном участке? А, еще в этот суп входит консерва. И вот сардина. я чувствую, Вот. да, консервы. В общем, рыбный суп с белыми сушеными грибами, которые мы тоже вместе с вами собирали. Вот вы все причастны к данному приготовлению супа. Пойдем пробовать. Если нам понравится, то приготовим для вас, подписчики. Может, и вы будете готовить по такому рецепту. Я хотела сказать, что удобно жить на одном участке. Можно через день готовить. Ну да, я сейчас дома делала второе. Сегодня баба нас покормит, завтра мы ее Ну, покормим. мы вот жарили вместе с вами чебуреки. Дедушка же тоже, видите, ест суп сейчас рыбный, но он рыбу очень любит. Но и я ему вот так иногда приношу что-нибудь из мясного. Вот чебуреки вместе с нами ел. Пошли, у меня уже слюна течет. Я запах на всю улицу разошелся. Пошли.
много вкусов чувствуется. Прям все. Я вот так вот попробовал, и сразу можно сказать, что тут в нем есть. Очень вкусно. Вкусно, да? Не скажешь, что постный. Правда? Он такой наваристый. И грибочки, да? Можно брать на вооружение. Рыбный вкусный суп. Не уха, а именно рыбный суп. Мы, кстати, с тобой, помнишь, когда шины поменяли, я тебе сразу сказал, наклейку срочно надо, а то будут шипы вылетать. Ну да. Я вчера, когда мыл машину, мы уже сколько с тобой отъездили, мы уже 2 или 3 раза в Пинск ездили, и снега сейчас нету, сейчас тепло, то есть сейчас как бы, не зимняя погода для зимних шин. И там, короче, шипы, они как новые. Они вот, как и мы поставили, они такие стояли. Я, если честно, думал, что где-то один там, может, вылетит хотя бы. А они даже вот эти пипсики не стираются. Вообще не стираются. Они все на месте. Класс, короче. Кто не переобулся на зиму, переобуваемся. Не ждем снегов. Это небезопасно. Мы купили себе новые шины тебе на машину, для того, чтобы ты поспокойнее ездила и поувереннее. Так, хочу немножко рассказать вам про колеса, которые мы будем ставить себе на машину, потому что очень много хороших положительных отзывов про них. Специально для Яны на машину, на которой она постоянно ездит, я решил выбрать на зиму более мягкую резину и почему-то подумал о том, что нужно обуть тебе ее на шипы, потому что погода у нас в основном резкие морозы после дождей и на дороге гололед. Выбор пал на шины Виати. Почему? Потому что очень много отзывов, очень много тестов именно у них на сайте есть, где тестируют в снег, в гололед, в мокрый снег, в сильные снега. И она себя ведет очень хорошо, плюс шипы, из-за того, что вот резина такая мягкая, вот она прям продавливается, вот она вот такая вот, и она очень легкая, шип практически не вылетает, только когда уже идет сильный износ. Выдерживает она нагрузку на скорости 190 км в час. Гудит, не гудит, потому что она вот такая мягкая, как бы мне кажется, что будет звук сильный издавать. Но, опять же, производитель говорит о том, что она вообще бесшумная. Даже практически не слышно шипы. Все, я начинаю собирать полки, какие-то делаю. Отмечаю, высота между полками будет 40 сантиметров. Отметил высоту, уровнем провел линию. Дальше
закручиваю сразу в подготовленные дырки уже на улице, чтобы здесь не мусорить. Вот эти вот анкерные болты, шурупы, как они называются. Вот так вот приложу. Закручиваю так, чтобы торчал кончик. И ударом отмечается 2 точки. Просверлил, закрутил, трещоткой 10. 2 полки прикрутил. Тебе надо елку дай. Ты не понял? Я понял. Если ты вот по этому контуру вырежешь елку, у тебя не получится елка. Тебе надо вот сейчас елку вырезать, потом ее сложить. И она будет раскрываться елка. Понял? Не понял. У меня небольшая передышка. Я уже левую сторону собрал. Я тебе сейчас еще 2 стеллажа справа сделал, потому что остальные не высохли. Хорошо. Я думаю, на сегодня тебе хватит. Да. Они в садике тоже письма Деду Морозу пишут? Да, она мне сказала. Знаешь, что она туда написала? Ника, расскажи всем, что ты туда написала? Я вам написала новый телефон. Деду Морозу в сад? В сад носят телефон. Короче, получается, Деду Морозу, который приходит домой, она написала робокота, а Дед Мороз, который должен прийти Садик. в садик, она написала новый телефон. Новый телефон. Ничего себе, у тебя там Дед Мороз. А я могу твоему Деду Морозу что-нибудь написать? Да. И что он сделает? Что он мне подарит, Ник? Что ты напишешь? Да? Какой хороший Дед Мороз. Хочется в садик обратно. Да, очень хочется. И тоже Тимур хочет. Поспать, вкусно поесть, погулять. Ну, Тимур готовит на английский Merry язык Christmas. открытку. Да, Рождественская это на открытка. английский? Да. Конкурс. Надо разрисовать красиво. Я рисую. Красными и зелеными цветами. Я вот так вот сделаю, и там будет открываться типа елка. Ну, делай, делай. Если не получится, по-другому переделаешь. Пускай сам делает. Ну давай. Только мне листик побольше надо. Мама, Зачем я там себе- маленькая? Сделай, попробуй с этого. Пока попробуй с этой, а потом я тебе больше вырежу. Может, папа не прав. Расскажите, что вы пишете? Пропись. Прописи? Какую ты букву пишешь? Я пишу. Ты уверен, что у тебя получится? А, молодец. Учись, У давай. тебя снежинка получится. Сейчас я хочу. Или елка. Ножницы. Нет, не так. Да, помогу тебе, неси ножницы. Не так. Тебе ж круглую надо сделать. Николета. Видишь, как первая? Ты вначале пиши крючочки, кружочки. Неси ножницы. Давай. Я хочу. Ты хочешь везде. И там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и там чуть-чуть. Ты как Маша с мультика. Вот так рисунку. Да? Вот так вот. Ты уверен? Уверен. Не знаю. Мне кажется, у тебя не получится елка. Понимаешь? Ну и чисто я так думаю. Можно я разверну? У тебя получилось много елок. Почему? Ну потому что я тебе говорил, как надо сделать. Зато у тебя сразу смотри, сколько елок. 3. С твоей гармошки. Надо сначала елку нарисовать, вырезать, а потом ее в гармошку сложить. Ну, молодец. Ошибки это тоже попытки. Ну, покажи ему. Может, он не понимает, На как ты ошибках хочешь. хочется. Сначала вот нарисуй, смотри, ты нарисуешь Сейчас елку, дам листиком. ее вырежешь.
Помните, с вами словили рыбу? Большую щуку. Вот мы только добрались крутить наши рыбины. Но мы уже ее все разделали на фарш. А это угощали черничники такой щукой. В общем, делаем фарш из рыбы на котлеты. Тут и судак, и щука. Твоя Трофей. трофейная. Сейчас ностальгия у всех. Что делаю? Они даже не знают, что я делаю. У меня такая гирлянда была на всю комнату. Мам, а делаешь мне такое же? Гирлянду. Помню, в школе украшали кабинеты свои, везде были нарезаны разноцветные. Я один раз понимаю. все выходные делал себе гирлянду. Вот там, где сейчас Аринкина комната. Тимур говорит, что это? Не понимаю, что это. Это гирлянда, Тимур. Это гирлянда. Ну, похоже. Да. Мама, Не которые сейчас в магазине продаются. Вот наши гирлянды. красиво. Мама. Что, плохо будет? Хорошо. Типа вот прикрепим. Только надо еще пару колечек там надо найти. Вот там еще желтое. Вот то. Какую? Желтый квадратик. Не столько полок, я даже не знаю, что куда надо ставить. А куда На надо? ту сторону оставить для всяких банок. Какую? Вот эту левую. А сюда все остальное ставить. Уже поздно? Ну как поздно? Ну, 10:30, надо детей идти ложить спать. Но я не могу держаться. Ну хоть чуть-чуть. А то у меня тут... Сейчас быстро. Да? Угу. Сейчас ты мне поможешь, мы сейчас быстро... Так как у тебя тут, расскажи, получаются банки? Ну вот, все нормально. В 2 ряда у меня здесь банки. Здесь я специально, в основном у нас основная масса, все хранится в сарае, в кладовке. У нас нету погреба, потому что многие писали насчет клюквы, что ее можно перетереть сахаром и в погреб. У нас нету погреба. И проблематично его здесь построить, но возможно, но он будет больше наружный погреб. Вот, может быть, когда-нибудь мы это и сделаем здесь. Но вот мы храним как бы все в кладовках. Кладовка у меня, здесь теплого пола нет, поэтому зимой тут достаточно прохладно. Ну все, у меня здесь будут... Часть у меня здесь банок компота, чтобы не ходить каждый день за ним. Вот. И также оставляю здесь пустые. Очень удобно летом. Мне не надо оттуда с сарая нести сюда. Сразу тут пух и буду закатывать. Здесь уже я сложу посуду, которой мы не пользуемся, только там, когда гости. Здесь у меня есть... У нас же коптильня есть, у нас есть автоклав.
Все у меня в коробках, здесь сейчас положим. Потому что оно мне так стояло одном на одном, непонятно. Ну. Здесь я в ведре всегда храню картошку. Вот у меня там снизу ниша будет под банками. Приношу с сарая, и здесь стоит картошка. Я довольна. Спасибо. Я давно ждала. Вот сверху 2 ряда для таких литровых, пол-литровых банок. И дальше у нас 3 большие полки, 2 доски, 150-ки. Под банки идеально просто. А с правой стороны 5 полок высотой 40, глубиной 450, в 3 доски 150. Ну, сюда полегче всякое можно ложить. А еще я не удержалась, еще кухни нет, но я закупила много новой посуды. Такой вот красивенькой, беленькой. Ну, мы пока ее сюда, уже когда установим новую кухню, уже все оттуда сюда, на черный день. А с этой будем кушать. Просто беленько. Соня, а что ты? Как она подбитая, как будто бы. Да. Решили сегодня приехать на хутор, а тут дождь. Угу. Ну, это тоже хорошо. Отдохнем чуть-чуть. Ну да. На самом деле приехали печку затопить, нас здесь не было ровно неделю. Затопим печь, привезли целый прицеп всего. Сейчас мы посмотрим, что. Сейчас это все разгрузим и ну посмотрим, чем займемся. Что-то найдем себе чем заняться. Угу. Сходим аккуратно бобра проверить, Ну, сходим, да. как он там. Все переживают, что мы не всегда показываем, что мы кормим котов. Но я не думала, что это так супер важно. Кормим с дома, привозим. И сухим кормом кормим, оставляем. И такое что-то с дома привезем. Поэтому все нормально, не переживайте. Все под контролем. Эти фигурки стоят с того момента, как тут Николь последний раз с Тимуром были. Они их поставили на досочку, на ДВП. И вот я их даже не трогаю. Пускай стоят так. Я оттуда издалека увидел, думаю, что тут лодка такая перекошенная. Это так вода поднялась, и ее веткой на одну сторону уже прижала. Угу. Очень сильно вода поднялась. Я вот здесь вот ходил, помнишь? Да. Ну здесь вот ходил. Так вот сзади тебя, вот там же ж уже была сушь. Ну, вот тут уже где-то на метр, ну по берегу на метр вода поднялась. Где-то наш бобер. Фотоловушку будем где-то на днях ставить, потому что нашу мы оставили у родителей моих. Они там тоже ловят браконьеров на сажалке. Вот. И мы обязательно поставим. Там писали, словите бобра, там, зачем нам его ловить?
так и живет тут. Если его кто-то другой не словит Если здесь. кто-то другой не слышит. Явно тут не мы одни ходим и видим, что Ну тут да. бобер. Пускай живет, и чё. Он когда-то вот с той стороны озера жил. Нет, так он тебе может перегородить и пишет, что в болото озеро этого. Ну так тут же и так притока воды нету. Он тут ничего не найдет, он только вон настроит себе хаток бобриных и все. Ну, Пускай посмотрим. живет. Главное, чтобы лодку не ел. На табличку на Мы его этом. обязательно попробуем. Пошли покажем тропинку, где он Да, ходит. пошли. Вот он, наш любитель полакомиться. Вот туда идет. Вот у него тут тропинки. Вот он ходит, тут все выглажено. Вот там у него проход. И вот он вот тут себе делает домик, бобриную хатку. А вот еще напротив, смотрите, как выглажено там. Он там, мне кажется, Вот там. катается на санках. Смотри, Понимаешь? снега нет, он по грязи катается. Здесь он с такой осторожностью, скорее всего, потому что сюда подход есть, и люди сюда могут прийти и порыбачить, посидеть, и все. А там все, там глухой лес. Там просто глухой лес. Вот с той стороны я нахожу свой гриб белый, Да. мой гриб. А это вот, считай, через ту чащу пройди, и вот там вот. И там явно, Там жизни нет уже. там явно, туда люди не ходят. Мгм. Там только, вот мы видели косуль, на той противоположной стороне мы вам снимали. Все, туда, то есть нога человека не ступает, там просто Там глубь. шел гон. Да, там шел гон, вот там. Поэтому там так выезжено, ну, 100%, что это он. Да. Ну и здесь он тоже побывал, потому что здесь его тропы и вот эта нора. Вот еще один проход. Вот тут палки валяются. Так вот тут за тобой выглажено. Он точит. Какое красивое дерево. Кору объел. Ветка. Смотри, очень декоративная такая получится. Ты уверен, что он будет доволен, если ты ее заберешь? Он знает, где ты живешь. Ну, знаешь, мы в прошлый раз были, я была посмелее. Потом, как стали писать наши зрители, что будьте аккуратны, чтобы он где-то на вас не накинулся, и все, мне как-то немножко... Он на нас не накинется, мы же ему плохого ничего не Ну, делаем. ты его палку сейчас взял. Ну, так я её назад положу. А если он где-нибудь в кустах сидит? Покажем вам, что мы привезли. Это номер раз. Вот этот шкаф, который я сделал в кладовке. Мы же тебе сделали уже красивые полочки, аккуратные. Он пойдет в хоз этот постройку. Тут полочки, сюда можно сложить все аккуратно, потому что уже там надо мне порядок навести. Мы тебе порядок навели, теперь надо мне там порядок Сейчас навести. наведем. Вот. И привезли входную дверь, деревянную, новую, настоящую. Она такая тяжелая. А как мы с тобой вдвоем ее унесем? Ну, мы ее затащим с тобой вдвоем. Она из... Короче, она без завес, без ручек, без ничего. Мы сейчас ее занесем на вход. Посмотрим, когда... Ну, тут надо день уделить времени для того, чтобы и завесы установить на нее, и ручку поставить, и вообще ее установить просто. Она высокая такая, и я сейчас чуть-чуть начинаю сомневаться, докуда она нам станет. Поэтому давай разгрузим. Ну и тут доски всякие, бруски, то, что осталось. Может, что-то завезем обратно домой, может, я в котельной какие-нибудь полки сделаю. Может, там тоже
Давай, Там кстати, грустновато. поделай в котельне. Его надо ставить в ту стену. Там выше, вот сюда, наверное, не станет. Вот туда. Только если мы освободим там. Супер. Только стенка лишняя была сзади. Да, не лишняя, она вылетела. Ну да. А ее там тяжело, надо в пазухи такие вставлять. Поэтому мы уже не будем мучиться. Мы его прикрутили, короче, к стене. Я давно хотел этим заняться, но мне еще руки не доходили. В семье должен быть этот человек, который толкает всегда на что-то. Да? Это я тебе Это сказала сделать там. Ты уже один раз тут порядок наводила. И сейчас мы тоже вместе с тобой. Я бы сам сюда не пошел. Потому что тут так немножко было мне страшновато начинать. Так, вот это куда-то еще надо. Вот, поэтому... Конечно, вилы, которые сейчас делают, они тяжеленные вообще просто. И такими вилами, если помахать часок, то на следующий день руки вообще не поднимешь. У нас же должны быть тут хотя бы какие-нибудь. Мы еще ни разу вилами не пользовались. Ты купила, они так и лежат. Они лежат уже год. У нас столько инвентаря поломалось за год. Мы уже сколько выбросили всего, сколько тут разломанного всякого где-то валяется. И вот два основных. Один триммер уже умер. Вот так вот И грабли у грабли нас все умерли. ломается. Но это просто пластиковые, там металлические сохнут. А металлическими неудобно, потому Они что листья... согнутые. Ну, они согнуты, и получается листья на них прицепляются. Просто у нас просто этот... Я не знаю, мы когда приведем его в порядок, можно посчитать, сколько мы, наверное, очень много денег потратим просто на инвентарь, которым мы тут пользовались. Нам еще приводить в порядок, ого-го, сколько времени. Да. По Граблей чуть-чуть. уже очень много сломано. Граблей, кусачиков. Одна бензопила тут даже подумерла почти уже. Красная. Вот она где-то... А, вот та. Уже такая грустная. Мгм. Триммер. Ну тут все устает. Ну потому что тут земли пока нет. Тут одни корни и кусты, и деревья. Даже вот здесь мы стоим просто на всяких корнях, кустах.
Ну что? Ты все принесла с дома? Ну, вроде да. Смотри, как компактно получилось. Но только там я оставила эти смеси, что печку. Ну, Как ты думаешь, надолго? я думаю, нет. На один раз такой, знаешь, такой... мужчины меня поймут, которые там любят делать там что-то, так много инструментов всякого, ты наводишь порядок, потом один раз залетаешь, что-то срочно надо, ну и дальше они все знают, что будет. Пару раз сюда стоит зайти, и больше вот это все, что на своих местах, оно не факт, что будет на своих местах. Поэтому как-то так. Тяжело все это поддерживать в порядке. Ну, я тебе скажу, вот смотри, весь инвентарь, который у нас есть, вот мы всем этим пользуемся сейчас. И оно так в легкой доступности, вот посмотри. Вот так вот. С левой стороны хозинвентарь всякий. Кусачки, лопаты, топоры, пилы, триммеры. А эта сторона больше рыбацкая. Тут все удочки, весла и все остальное. В целом, как-то так получилось. Ну, вроде как удобно ко всему добраться. Идеально. Даже тачка там стоит, и можно заходить. Но надо придумать, это кота куда-то повесить. Сюда горшочек можно зацепить. Да, я потом буду Или вешать. что-нибудь. На дровник. Ну что на дровник? Может на туалет? Ну, я не знаю. Там же волк. Это кот. Ну, а там А, стоит. Заходи, А. если что. ну, надо сейчас, потому что она валяется. Давай, я Мы сейчас придумаем, придумаю. куда- Яна сказала, тут будет цветок висеть. С одной стороны кормушка, а с другой цветок. На зиму все же закупаются кормами, там, комбикорми, там, куры, свиньи. У нас на хуторе свое хозяйство зимой. Это птицы. У нас такая кормушка есть. Уже надо... Сюда мы хлебушек обычно. Такой уже. Подсушенный. Суховатый закидываем, и они тут выклевывают под ноль. Вообще сухарик там посередине всегда остается. А туда мы в бутылку засыпаем семечки. Не жареные, Какие-нибудь сырые. зернышки там, да. И они вот сюда высыпаются, они сюда прилетают, кушают. Еще мы вешаем сало. А еще сало, да. А еще они смогут ночью уже ездить. Это те, кто любит по ночам в холодильник ходить. Кто не спит ночью, а ходит ночью в холодильник. Вот, пожалуйста. И у нас, заметь, сейчас птичек не слышно. Так Они, как в знаешь, не прошлом то, что году. Не слышно, они периодами. Сюда один день приедешь, их не слышно. А один день приедешь, они тут так поют, как Ну, будто- прошлой зимой тут было вообще из-за кормушки, посмотришь. Ничего. Сейчас как купим, Один раз стоит засыпать, одна Но. прилетит сюда, да, и всех и потом позовет. шух улетает, и они уже стаи сюда залетают. Мгм. Ну, мы просто сейчас как бы еще тепло, нет морозов, как бы это им нет необходимости, они еще сами питаются. Ну, а уже когда холодно им чуть-чуть, немножко их надо поддерживать, не жадничать, делиться. Ну, кормушка уже год держится. Ну да, она у нас раньше на дереве была, кто помнит. Сейчас переехала на дровник. Высота 2,08. Вот у нас дверь определенная, которая стоит, она меньше. Ну да, надо делать больше. Раньше так делали. О, супер. Это получается, нам надо... Вот этот весь проем нужно доставать. Вот тут, наверное, когда-то и стояла дверь. Вот она будет ровно вот так. Вот, наверное, 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0.
8. Они же стандартные, наверное, все идут. О. Мы даже сможем поставить на эту коробку ее. Угу. Ну да, надо. Она близко к земле не было. Да, надо на коробку, и мы... Ровно вырежем вот так вот по вот этой части. Чик, и сюда вставим эту коробку. Ну, может, снизу чуть-чуть почистить только. И все. По ширине она у нас 95. Ну, вот эта старая коробка достанется, подложится, сделаем каркас, ее сюда как раз впилим. Но она без завес, без ничего, она ни разу не стояла, она вообще новая. Ну, она новая, видно, Надо сразу тут сделали. думать, какой-то козырек делать над ней, наверное. Так у тебя же шифер есть. Давай сделаем типа мини-крыльцо. Можно сделать такое, да. Мини-крыльцо. Ну. Но сюда по-любому надо что-то делать. Почему? Потому что если здесь не сделать пристройку, получается, вот тут всегда ходишь туда-сюда. Ну, в принципе, у нас там отгорожено. Холодное помещение тут Здесь тебе надо просто типа крыльца козырек сделать, сделать. чтобы Ну да, туда дождь не нормально. забивал Вот на эту можно дверь. Вот так вот отсюда, такое небольшое. Чтобы можно было тут разбуться, обувь поставить, если что, правда? Чтобы туда не нести, туда уже заходить. Ну да. И тогда дверь будет всегда сухая, ну вода. Тут и так, в принципе, вода не попадает. Вот чисто от этих капель она брызгает. Поэтому что-то обязательно придумаем. Сюда нужно будет все равно завесы ставить, ручку ставить. Она нигде не стояла. Поэтому давай ее внутрь занесем. Пускай пока стоит. Ну это в следующий раз, наверное, надо делать, потому что пока двери эту не установим, там пол не сделаем. А хочется здесь пол сделать, и там стены, что я, короче, делал. И печку оббивать. И печку оббивать. Но в любом случае, ну же не к спеху. Сейчас какие-то дела нужно делать. Погода сегодня вообще тут больше А был 10 дождь градусов. такой, я Да, думаю, был что мы дождь, едем? ехали, вчера ехали сюда заливать площадку под столбы. Ну, короба делать и заливать под навес. Ливень шел. Ну и И мы какой? что-то подумали, что не будем сегодня, а сейчас перестало все. Поэтому... Все. Мне нужно было подпенить еще эту комнату. Как раз мы ее тогда разобрали, почистили, и я добрался до вот этой стены, которую ремонтировали. Мы в прошлый раз забрали форточки с окна, и вот еще внутреннее окно заберем, оно побито. Здесь оно из двух состоит. Здесь я же уже немножко научился резать стекла, поэтому будем где-то начинать восстанавливать те форточки, там нужно нижнюю планку поменять, стекла поменять, и вот эту тоже сделаем. Хочу напомнить насчет вот этих рыжих пятен на стене. Они больше не появляются. И правильно дедушка с бабушкой сказали и писали нам подписчики, что это влага все. Ее нужно выгнать. Не штукатурить, не красить, пока сказали ничего не делать. Высушите хорошо печь, там ее потопите месяц или сколько. И потом можно попробовать одним слоем просто тоненьким белой краской подкрасить.
Если ничего не проступит, все, дальше занимаемся. Потому что и с этой стороны, и с той точно так же. Но у нас появилась проблема большая. Помните, мы начинали обшивать стену ДВП. Мы сейчас сами себе думаем, есть ли в этом какой-то смысл? Смысл ли обшивать ДВП? И что вообще делать вот с этими стенами? Мы побывали у моих родителей, у папы везде обшита USB панелями. Вот комната, там где баня. И она вообще классно смотрится. И на эту USB панель можно прикручивать, она толстая, аккуратная. ДВП же, ну я не знаю, ну мне почему-то что-то уже не нравится. Я так думаю, хорошо, что мы только вот здесь попробовали, и я сейчас в замешательстве, что вообще делать. Обшивать до конца им, или обшить USB панелями, плитами, или вообще что-то другое сделать. Нужно, чтобы вы написали нам комментарии. Вы в прошлом ролике просто разорвали нас комментариями. Ни одного ролика на нашем канале за 5 лет нету, в котором вы написали 1700 комментариев. На данный момент, может, уже 1800, а может и 2. Просто разрыв. Такого еще не было за 5 лет. Поэтому ваши советы всегда ценные, вы нам всегда помогаете. И вот помогите нам принять решение насчет этих стен. Что нам с ними делать? Потому что эта комната стоит, мы ничего не делаем. Потолок мы подшили, у нас уже сверху ничего не сыпется. Но стены, вот осталось тут стены. Пол готов, с печи восстановлены, отштукатурены, отшпаклеваны. Ничего не трескается, все готово. Потолок готов, а стены мы не знаем, что делать. Все стоит из-за стен. Поэтому ваш ценный комментарий нам очень сильно нужен сейчас. Все, друзья. На хуторе вот так вот коротко мы были, потому что мы думали, что дождь нам все испоганит, и мы рассчитывали просто привезти сюда, растопить печку, привезти материал. Ну вот еще заодно навели порядок в кладовке. Там сейчас вообще классно. Прям даже хочется сходить туда еще раз. Не надо. Вот. Будем на этом заканчивать ролик. В следующий раз встретимся, как нам уже много писали, у нас как-то непредсказуемо все получается. Мы не знаем, где мы будем. Поэтому ждите следующего видео. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока. Всех любим, всех обнимаем. Пока-пока.